Короче, я вспомнил старое, давно забытое прошлое, и больше я, наверное, за гипсовую шпаклевку браться не буду. Никто это вам не покажет никогда. Заклеится обоями, и все будет классно. В лучшем раскладе, если хватает здоровья. Если нет, будете неделю здесь теркой-то шкрябать. Всем привет! У меня подошло время готовить нашу шпаклеванную стену под поклейку обоев. На каком этапе я это обычно делаю? Я зашел на объект, сделал все черновые работы, которые были необходимы, то есть связанные со штукатурками, со стяжками, то есть с растворами, с толстыми слоями. Следующим этапом мы шпаклюем все стены и готовим, то есть шлифуем их уже под обои. Вот у нас имеются такие стены, зашпаклеваны они гипсовой шпаклевкой. Вот я сейчас подыму специально мешочек, я уже вам показывал. Вот такой Knauf HP или HP Finish. Эта гипсовая шпаклевка, она достаточно жесткая, достаточно плотная. То есть, если вы будете шлифовать вручную, готовьтесь к тому, что руки у вас на второй-третий день уже будут отваливаться. Те, кто занимается маляркой профессионально или собираются в будущем этим заниматься, то обязательно, конечно, приобретите себе жираф для шлифовки шпаклевки. Вот такая штука, кто не видел, на канале уже про него обзорчик есть. Это Aspro C8. Для тех, кто делает ремонт сам, для вас, конечно, вот просто такая ручная терочка и обычная наждачка сюда ставится, и мы начинаем шлифовку. Для вот этой шпаклевки под обои градацию наждачки можно выбирать достаточно крупную. 100, некоторые 80 вообще шлифуют. Фракцию желательно подбирать под конкретную шпаклевку. Сейчас я вот говорю про и от конкретных задач. Допустим, если мы клеим обои, будем клеить обои, даже вот риска от наждачки, если она будет крупная, ну ничего страшного, на обои это никак не повлияет. Но вам будет проще ее шлифовать. Но у меня здесь в данный момент вот самая крупная это 120-ка, можно ставить 100. Я как бы меньше, крупнее точнее я уже не использую. Я знаю, ребята и 60-кой шлифуют, но это уже слишком страшно вообще в принципе смотрится. У мастеров задача какая? Подготовить плоскость. Чтобы подготовить плоскость, ее нужно правильно, то есть сначала естественно заштукатурить, зашпаклевать, но еще немаловажно ее зашлифовать. Так вот, если же мы пытаемся подготовить именно плоскость, если вам она нужна для дальнейших каких-то целей и задач, то есть, допустим, перед следующей финишной, уже суперфинишной шпаклевкой под покраску, то есть шлифовка, она происходит примерно вот такими движениями, то есть мы по плоскости в каком-то одном направлении стараемся сошлифовать неровности, то есть мы по ходу движения будем видеть, где у нас терка достает, то есть до стены, где-то если у нас ямочка, она не достает. То есть мы шлифуем до тех пор, пока мы не, давайте таким словом обзову, пока мы не зашорхаем, не заштрихуем 100% всю плоскость. Если вы видите, что терка у вас ходит, а где-то не достает, то есть у вас не видно вот этих рисок, значит там ямочка, значит вы по буграм трете. Нужно или вытирать больше, или тогда еще раз перешпаклевывать. Но смысл вот такой. Мы шлифуем, и, ну, сейчас я фонарик поставлю поближе, будет понятнее, о чем я говорю. И мы уже видим, что вся плоскость у нас прошлифовывается. Это говорит о том, что плоскость у нас ровная. Можно, некоторые шлифуют вот такими круговыми движениями. Да, тоже можно, но плоскость хуже тогда подготавливается, потому что мы короткими вот этими движениями, чисто вот на определенных участках, просто сошлифовываем шпаклевку, вам не будет понятна сама плоскость. Поэтому желательно такими большими длинными движениями это все делать. Под обои, в принципе, можно в одном направлении шлифовать, ничего страшного. Если вы хотите в дальнейшем там под покраску, то тогда надо, чтобы перебивать эту риску, желательно в противоположном направлении, в перехлестном. Вот еще таким вот образом все это проходить. Маску лучше используйте, потому что нежелательно дышать этой пылью. Вот такие маски я раньше использовал постоянно, но ее, если честно, она хватает на пару часов. Все, потом все равно она уже не дышит, захватывает уже всю эту пыль, потом такое все лицо в этой пыли, вокруг носа, в носу все равно.
То есть как бы использую, не использую. Но работает буквально там чуть-чуть в начале, потом забивается и все. Вот недавно приобрел масочку такую себе. Вот кому интересно ее модель, можете посмотреть. Как бы непривычно сразу, да, его одеваешь и вес ощущается, как бы вес, что у вас висит эта штука у вас на лице. Но в принципе поработаете там полчаса и все, она привыкает. Но самое главное это то, что ну, в ней очень легко дышать. Она не забивается, вот как вот эта. Она забилась через час, через два и все. Вы уже дышите, а так, ну то есть, короче, хватаете воздух, который у вас в помещении, наружный, не фильтруется он уже. Здесь, конечно, все в этом плане очень плотно прилегает и работает, и дышит долго. Здесь такие штуки, вот кому интересно, сам фильтр, он вот. Это все расходник, то есть можно его покупать, но его надолго на самом деле хватает. Я не знаю, что там внутри, не разбирался как бы с этим вопросом. Но это не просто там, допустим, как вот здесь там какая-то вата, я не знаю, что это такое. Вот он сам фильтр, то есть вы его можете покупать, но его очень надолго хватает. Самое главное это использовать вот такие предфильтры. Вот, это то же самое, что и вот эта маска. Это предфильтр для того, чтобы не забивалась пылью. Ну, основной фильтр не забивался пылью, поэтому предфильтр. Все это расходники, все это есть, все это доступно можно купить. Не надо там где-то выискивать, все в интернете, это все элементарно находится, покупается, как бы с этим проблем нет. Но, честно говоря, мне понравилось. Да, поначалу было неудобно, поработайте полчаса, все, она потом как родная становится. Но штука хорошая, на самом деле, день можно шлифовать, потом снимаешь и в носу вот этого шпаклевку потом с носа не сбрасываешь. Нормально, очень хорошо фильтрует. После того, как вы зашлифуете все, убираем все это пыль со стены вот так влажной губкой. Покажу сейчас макросъемочки, чтобы вы понимали, какие требования под обои. Вот, смотрите, какой ужас. Если мы прям так приближаем. Какая риска, всякие там бугорки. Но данной шпаклевкой гипсовой, ну, невозможно по-другому сделать. То есть у вас все равно вот это все останется. Вот, пожалуйста, смотрите, чтобы вам было понятно, потому что никто это вам не покажет никогда. Заклеится обоями, и все будет классно. Ну, довольно-таки страшная стенка, да. Но под обои это будет идеально. Вот, пожалуйста, все показываю как есть. Даже вот эти вещи, все это заклеится. Это не обязательно вам вышлифовывать. Абсолютно не нужно. Чуть дальше, если отойти, ну, в общем и целом, все очень классно получается. Да, вот такие штуки, ну, это еще можно подшлифовать сильно глубокие, но с другой стороны, это нет никакого смысла. Это все заклеивается элементарно. И ничего видно этого не будет. Сейчас покажу, как это шлифуется жирафом. По скорости работы выводы сделайте сами. Чуть запыхался. Так, ладно, покажу риску, да. И я их чуть-чуть вам соврал. Стояла у меня даже не 120-я, а 100-я наждачка. Блин, как-то мне сфокусировать, чтобы вам было видно риску. Я ни хрена не вижу, если честно. Вот, что-то
Вот, отлично. Но это пыль, больше пыли тоже. Вот. Ну, в общем и целом, даже сотка, она шлифует жирафом мельче, чем ручная 120-ка, чем вручную 120-ка. Ну, то есть из-за оборотов тут получается. То есть ручная механизированная, подбирайте. На механизированную наждачка должна быть мельче, чем на ручную шлифовку. Ну, собственно говоря, вот под обои 5 секунд и стены готовы. Что я вам хочу сказать. Начал я работать в 12 часов дня, сейчас 7 часов. Я только закончил. Вот получается 7 часов. Ну да, это с обедом, с отдыхом, перекуры, чаепитие, кофепитие. Ну, наверное, беспрерывной работы часов 5. Зашлифовал я сегодня 180 квадратов. Вот такое помещение. Смотрите, пыль. Сколько пыли на полу. Но когда шлифуешь с пылесосом, пыли как бы нет. Пыль это, сейчас я объясню, откуда берется. Это вот в процессе работы, вот здесь вот в жирафе забиваются вот эти все отверстия постепенно. И я их как бы поработал чуть-чуть. И вот так получается, когда стряхиваешь его, блин, как-то одной рукой неудобно. В общем, это сыпется уже потом. То есть поработал, струсил его. Вот, отсюда эта пыль берется. В процессе работы пыли практически нет. Вот такой домик я сегодня полностью шлифанул. Сейчас осталось только пропылесосить пыль, убрать, обеспылить стены. И завтра, послезавтра все это уже загрунтовать уже перед обоями. То есть я загрунтую, и может там через пару недель здесь будут клеиться обои. Да, грязновато, конечно. Ну, пыль это сейчас легко уберется вся. Вот так вот сегодня получилось. Честно сказать, 100 лет я не работал с гипсовой шпаклевкой. И лучше бы не начинал. Просто реально, ну это так долго. Это долго, это даже жирафом я долго. Я не представляю, сколько вы руками будете тереть. Дня 3 это при лучшем раскладе, если хватает здоровья. Если нет, будете неделю здесь теркой-то шкрябать. Короче, я вспомнил старое, давно забытое прошлое, и больше я, наверное, за гипсовую шпаклевку браться не буду. Ну, единственное, хотя бы надо было первый слой гипсовой нанести, а уже второй, уже полимерный. Но это было бы гораздо быстрее, раза в 3. А то и в 4, я уже давно это все зашлифовал. Даже жирафом это было долго, потому что гипсовая шпаклевка очень плохо шлифуется, она намного крепче, чем полимерная. Ну, кстати, смотрел как-то на себя в зеркало, на переносице только эта маска след оставляет. Ну а что вы хотите, целый день как бы с маской практически отработал. Так что, ребята, очень осторожно с гипсовой. Я лично больше с ней работать не буду. Нет, все, хорош. На сегодня все, спасибо за просмотр, ставим палец вверх, всем пока, скоро увидимся.